Приветствую всех зрителей на канале Панцера-Гренадера. В этом видео мы подробно рассмотрим иерархию воинских званий общих СС и Waffen-СС, а также погоны и знаки различия военнослужащих. Для начала разберемся со структурой организации СС, чтобы исключить возможную путаницу. С 1933 года она делилась на три ветви. Общие СС, осуществлявшие надзор за деятельностью государственных институтов и принимавшие участие в их управлении. Waffen-СС – военизированные части, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях и оперативно подчинялись вермахту. Части СС «Мертвая голова», которые осуществляли охрану концлагерей. Не следует путать данное формирование с одноименной танковой дивизией «Мертвая голова», которая являлась боевой частью. Отличить, к какой ветви СС относится служащий, можно по цвету канта. У общих СС цвет канта был только белым. У Waffen-СС – цветным, в зависимости от рода войск. У охраны концлагерей – только коричневым. Традиционным цветом униформы СС был черный, однако в 1938 году он был заменен на светло-серый. Иерархия званий общих СС и Waffen-СС в целом схожа, но все же имелись некоторые различия. Рассмотрим поподробней. В общих СС существовало два звания для кандидатов на вступление в ряды СС – Бевербер и Анвертер. Бевербер даже не имел права носить эсэсовскую форму, а Анвертеру разрешалось надеть ее только в годовщину Мюнхенского пивного путча, но без погон и петлиц. 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, кандидат на вступление в ряды СС получал постоянное удостоверение личности, надевал форму с погонами и петлицами и приносил присягу фюреру. В Waffen-СС кандидатских званий не было. Поначалу участие в организации было добровольным, но во второй половине войны солдат начали набирать по призыву. Наименьшее звание именовалось по специальности военнослужащего, например, стрелок – шютце, артиллерист – канонир, кавалерист – райтер, сапер – пионер. Эквивалентным званием в общих СС было эсэсман. Погоны были чисто черного цвета, с белым кантом по краям. Петлицы, нашивавшиеся на воротник, представляли собой параллелограммы черного цвета с размерами 40 на 55 мм. В правой петлице размещались две руны ЗИГ, которые могли быть металлическими, вышитыми алюминиевой шелковой нитью или же вырезанными из ткани серого цвета и пришитыми к сукну. Петлицы с рунами ЗИГ носили только военнослужащие чисто германских дивизий, таких как Лейбштандарт, Das Reich или Гитлер-Югент. У солдат иностранных дивизий СС на правой петлице помещалась эмблема соответствующей дивизии. Левая петлица в любом случае оставалась чисто черной. Стандартное вооружение шютце – винтовка карабина 98К. Следующим по старшинству званием Waffen-СС было обершютце, по аналогии с вермахтом. Старший артиллерист – оберканонир, старший сапер – оберпионир и так далее. Погоны и петлицы имели такой же вид, как и у шютце, только на левый рукав, выше локтя, нашивался круг диаметром 5 см с серебристой звездой в центре. Эквивалентного звания в общих СС не было. Обершютце, как правило, вооружался винтовкой карабина 98К. Третьим по старшинству Waffen-СС и четвертым в общих СС было звание СС-штурман. Оно соответствовало гефрайтеру в вермахте и ефрейтору в Красной армии. Погоны остаются без изменений, а вот на левую петлицу поперек добавлялся один ряд двойного сутажного шнура светло-серого цвета. Помимо этого, штурману полагалось носить нарукавную нашивку в виде равностороннего треугольника черного цвета с одним рядом алюминиевого галуна. Вооружение стандартное – винтовка карабина 98К. Штурман мог исполнять обязанности второго номера пулеметного расчета, телефониста или разведчика.
Последнее звание рядового состава в Waffen-СС и общих СС – ротенфюрер. Слово «ротен» с немецкого переводится как «ячейка». Соответственно, это наименьшее территориальное подразделение общих СС, которое состоит из 3-5 человек и которое возглавляет ротенфюрер. Ротен организовывались на хуторе или в городском доме. В Waffen-СС ротенфюрер мог быть первым номером пулеметного расчета, квалифицированным снайпером, радистом, водителем бронемашины, механиком-водителем танка или наводчиком орудия. Эквивалентным званием в вермахте было обергефрейтер. Погоны ротенфюрера выглядели как и у других солдат рядового состава. Нарукавная нашивка была аналогична штурманской, только рядов алюминиевого галуна было 2. На левую петлицу крепилось 2 ряда двойного сутажного шнура. Таким образом, звание можно было определить как по нарукавной нашивке, так и по левой петлице. Камераден. Я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Следующее звание СС, унтершарфюрер, относится уже к составу унтерфюреров, аналогу унтер-офицеров в вермахте. Примечательно, что в Waffen-СС, независимо от ранга и должности, все солдаты и офицеры были товарищами на равных правах. Отсутствие разделения на господ и прислуг позволяло даже рядовому солдату обратиться к генералу на «ты». Но вернемся к званию унтершарфюрер, которое соответствовало унтер-офицеру в вермахте и младшему сержанту в Красной армии. Погоны с 3 сторон обшивались алюминиевым галуном, а на левой петлице размещалась 1 серебряная звезда. Как и у всех унтерфюреров, в качестве отличительной черты нижний и передний края воротника обшивались серебристым галуном. Если военнослужащий надевал камуфляжную форму, знаком различия служила нарукавная нашивка, 1 горизонтальная полоса зеленого цвета. Однако многие фотоснимки времен войны указывают на то, что эсэсовцы предпочитали не носить нарукавные нашивки, а выпускать поверх маскировочного костюма свои воротники с петлицами. Унтершарфюреру полагалось командовать стрелковым отделением из 10 человек, орудийным расчетом или танковым экипажем. В зависимости от должности он мог вооружаться как пистолет-пулеметом МП-40, так и винтовкой карабина 98К. Если унтершарфюрер был командиром танка, ему полагался пистолет. Следующим по старшинству званием было СС-шарфюрер, которое примерно соответствовало унтерфельдфебелю в вермахте и сержанту в Красной армии. Погоны обшивались со всех сторон алюминиевым галуном, а на левой петлице, помимо серебряной звезды, добавлялся 1 ряд двойного сутажного шнура. Камуфляжным знаком различия было 2 горизонтальных полосы зеленого цвета. В общих СС шарфюрер возглавлял территориальное подразделение Шарен, состоящее из 2-3 ротен, а это от 8 до 15 человек. Шарен образовывалась в группе хуторов или городском квартале. В Waffen-СС шарфюреру полагалось командовать стрелковым отделением или танковым экипажем. Военнослужащий также мог исполнять должность заместителя командира стрелкового взвода. Вооружался он, как правило, пистолет-пулеметом МП-40. Звание СС обершарфюрер приравнивалось к фельдфебелю в вермахте и старшему сержанту в Красной армии. Помимо обшивки алюминиевым галуном на погоны добавлялась 1 серебряная звезда, а на левой петлице размещалось 2 серебристых звезды по диагонали.
Камуфляжным знаком различия служили 3 горизонтальные полосы зеленого цвета. В Waffen-СС обершарфюрер был заместителем командира стрелкового взвода из 50 человек, а при нехватке кадров мог и возглавить его. В Панцерваффе он командовал танковым экипажем или танковым полувзводом из 2 танков. Вооружался пистолет-пулеметом или пистолетом. Следующее звание СС, гауптшарфюрер, до 1942 года было высшим в составе унтерфюреров. Погоны имели аналогичный вид, только серебристых звезд было уже 2, а на левой петлице, помимо звезд, присутствовал один ряд двойного сутажного шнура. В качестве знака различия для камуфляжной униформы использовалось 4 горизонтальных зеленых полосы. Звание гауптшарфюрер примерно соответствовало оберфельдфебелю в вермахте и старшине в Красной армии. Военнослужащий, как правило, исполнял обязанности ротного старшины, а при нехватке кадров мог возглавить стрелковый взвод из 50 человек. Звание СС штурмшарфюрер было введено в мае 1942 года и было предназначено для тех военнослужащих, которые исполняли офицерские обязанности, но по каким-либо причинам не могли получить офицерский чин. Чаще всего это были батальонные старшины. На их погонах размещалось 3 серебристых звезды, 2 в нижней части и 1 в верхней. На левой петлице присутствовало 2 ряда двойного сутажного шнура и 2 серебристых звезды по диагонали. На камуфляжную униформу нашивалось 5 горизонтальных полос зеленого цвета. Звание штурмшарфюрер соответствовало штабсфельдфебелю в вермахте и старшине в Красной армии. Следующее по старшинству звание СС, унтерштурмфюрер, условно относится к офицерскому составу. Однако в СС термин «офицер» отсутствовал. Вместо этого военнослужащие делились на младших фюреров, средних фюреров и старших фюреров. Эквивалентным званию унтерштурмфюрер СС в вермахте было лейтенант, а в Красной армии, соответственно, лейтенант. Поле погонов формировалось из 2 рядов двойного сутажного шнура серебристого цвета. Внутренний шнур был сложен пополам, образуя вместе своего сгиба петлю для пуговицы. Внешний шнур огибал внутренний. Нижняя подкладка была черной, а верхняя, образующая кант, по цвету рода войск. На левой петлице по диагонали размещалось 3 серебристых звезды. На камуфляжной униформе в качестве знака различия использовались 1 горизонтальная полоса и 1 ряд двойных дубовых листьев зеленого цвета. В Waffen-СС унтерштурмфюреру полагалось командовать стрелковым взводом из 50 человек или танковым взводом из 4 танков и 19 солдат. Вооружался он пистолетом и в ряде случаев дополнительно пистолет-пулеметом. Звание СС оберштурмфюрер соответствовало оберлейтенанту в вермахте и старшему лейтенанту в Красной армии. Погоны имели аналогичное оформление, только посередине добавлялась 1 серебристая звезда. На левой петлице, помимо 3 звезд, размещался 1 ряд двойного сутажного шнура. Камуфляжный знак различия представлял собой 2 горизонтальные полосы и 1 ряд дубовых листьев зеленого цвета. В общих СС оберштурмфюрер был заместителем руководителя территориального подразделения штурма. В Waffen-СС военнослужащему полагалось командовать стрелковым или танковым взводом, но в случае нехватки кадров мог возглавить и стрелковую роту из 190 человек. Вооружался пистолетом и пистолет-пулеметом. Последнее звание состава младших фюреров – СС гауптштурмфюрер, аналог гауптману в вермахте и капитану в Красной армии. На погонах размещалось 2 серебристых звезды, а на левой петлице 2 ряда двойного сутажного шнура поперек и 3 серебристых звезды по диагонали. На камуфляжной униформе знаком различия служили 3 горизонтальных полосы и 1 ряд дубовых листьев зеленого цвета. В общих СС гауптштурмфюрер возглавлял территориальное подразделение штурма,
состоящая из 3-4 труппен, а это 80-150 человек. Штурме охватывала сельский район или небольшой город. В Waffen-СС военнослужащий командовал стрелковой ротой из 190 человек, танковой ротой из 19 танков и 140 человек или артиллерийской батареей из 4 орудий и 150 солдат. Гауптштурмфюрер вооружался пистолетом и обеспечивался личным транспортом с шофером. Следующее звание СС, штурмбанфюрер, относится уже к составу средних фюреров, эквивалентно майору в вермахте и в Красной армии. Погоны сплетались из двойных сутажных шнуров серебристого цвета в сложный рисунок, прозванный гусеницей. Нижняя подкладка была черной, а верхняя соответствовала роду войск. На левую петлицу по углам помещалось 4 серебристых звезды. На камуфляжной униформе знаком различия служила нашивка из одной горизонтальной полосы и 2 рядов дубовых листьев зеленого цвета. В общих СС штурмбанфюрер являлся заместителем командира территориального подразделения штурмбан. В Waffen-СС военнослужащему предписывалось командовать пехотным батальоном из 860 человек или танковым батальоном из 50-70 танков. Штурмбанфюрер вооружался пистолетом и обеспечивался личным транспортом с шофером. Звание СС оберштурмбанфюрер соответствовало оберст-лейтенанту в вермахте и подполковнику в Красной армии. На погонах с плетением гусеница размещалась 1 серебристая звезда, а на левой петлице, помимо 4 звезд, добавлялся 1 ряд двойного сутажного шнура. Камуфляжная нарукавная нашивка состояла из 2 горизонтальных полос и 2 рядов дубовых листьев зеленого цвета. В общих СС оберштурмбанфюрер возглавлял территориальное подразделение штурмбан, состоящее из 4 штурма и 1 санитетштафель, то есть медицинского подразделения, а также 1 оркестра. По численности это примерно от 500 до 800 человек. Подразделение штурмбан охватывало значительный по размерам город и являлось основной тактической единицей общих СС. В Waffen-СС оберштурмбанфюрер командовал пехотным батальоном, артиллерийским дивизионом или танковым батальоном. Как и всем вышестоящим фюрерам, ему полагался личный транспорт с шофером. Следующим по старшинству званием было СС штандартенфюрер, которое соответствовало оберсту в вермахте и полковнику в Красной армии. Погоны имели аналогичный вид, только серебристых звезд было 2, а вот оформление петлиц претерпело существенные изменения. Во-первых, они были парными, то есть на обеих петлицах размещался одинаковый рисунок, а во-вторых, вместо привычных серебристых звезд и сутажных шнуров на них вышивалось по 1 дубовому листу с желудями. До мая 1942 года дубовые листки были изогнутыми, а после изменения стали прямыми. Для камуфляжной униформы использовалась нашивка из 3 горизонтальных полос и 2 рядов дубовых листьев зеленого цвета. В общих СС штандартенфюрер возглавлял территориальное подразделение штандарте, состоящее из 3 штурмбан, 1 резервного штурмбан и 1 оркестра, а это 2800-3500 человек. Штандарте мог быть пехотным или кавалерийским. Он охватывал крупный город или 2-3 города поменьше. В Waffen-СС штандартенфюреру полагалось командовать пехотным, артиллерийским, кавалерийским или танковым полком. Последним званием средних фюреров было СС-оберфюрер. Эквивалентного звания нет ни в вермахте, ни в Красной армии. Оно находится между полковником и генерал-майором. Погоны имели точно такой же вид, как и у штандартенфюрера, а на обоих петлицах вместо 1 дубового листа размещалось 2. Кстати, петлицы всех офицеров, начиная от унтерштурмфюрера, имели серебристый кант, которого не было на знаках различия рядового состава. Камуфляжная нашивка оберфюрера состояла из 4 горизонтальных полос и 2 рядов дубовых листьев зеленого цвета. В Waffen-СС оберфюрер возглавлял полк, а в общих СС территориальное подразделение Абшнит, состоящее из 3 штандарте и нескольких специальных формирований.
Каждый абшнит, в отличие от территориальных подразделений низшего порядка, вместо нумерации имел собственное название. Следующее звание СС, бригада фюрер, относится уже к генеральскому составу. Оно соответствует генерал-майору в вермахте и в Красной армии. Погоны сплетались рисунком гусеница из тройного сутажного шнура, крайние пряди которого были золотистыми, а центральная серебристого. Подкладка погонов для всех генералов СС была серого цвета. Петлицы были парными и имели серебристый кант. До мая 1942 года на петлицах бригады фюрера серебристой нитью вышивалось 2 дубовых листа, а внизу добавлялась 1 серебряная звезда. Позже, с появлением нового генеральского звания, рисунок петлиц бригады фюрера заменили на 3 дубовых листа без звезд. На камуфляжной униформе знаком различия служила нарукавная нашивка, состоящая из 1 горизонтальной полосы и 1 ряда дубовых листьев желтого цвета. В боевых частях генеральское звание полностью звучало как СС-бригада фюрер und der Generalmajor der Waffen-SS. Военнослужащему предписывалось командовать пехотной, моторизованной, танковой, горнострелковой или кавалерийской дивизией, а это около 17 тысяч солдат. В общих СС бригады фюрер мог возглавлять территориальное подразделение Обер-Абшнит небольшого размера. Кстати, на слайде изображен легендарный командир 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югент Курт Майер по прозвищу Панцермайер. Звание СС группенфюрер соответствует генерал-лейтенанту в вермахте и Красной армии. Погоны имели аналогичное оформление, только добавлялась 1 серебристая звезда по центру. На петлицах до мая 1942 года вышивалось 3 серебристых дубовых листа, а позже крепилась еще серебристая звезда в нижней части. Камуфляжная нашивка состояла из 2 горизонтальных полос и 1 ряда дубовых листьев желтого цвета. В Waffen-SS генеральское звание полностью звучало так: SS-Gruppenführer und der Generalleutnant der Waffen-SS. Военнослужащий командовал армейским корпусом, состоявшим из 2-3 дивизий, а это около 35 тысяч-50 тысяч солдат. В общих СС группенфюрер возглавлял территориальное подразделение Обер-Абшнит среднего размера, состоявшего из 2-3 абшнитов. Следующее генеральское звание СС Обергруппенфюрер соответствует генералу рода войск в вермахте и генерал-полковнику в Красной армии. В Waffen-SS это звание полностью звучит так: Обергруппенфюрер und der General der Waffen-SS. Погоны имеют неизменное плетение и расцветку, только серебристых звезд становится 2. До мая 1942 года на петлицах помимо 3 серебристых дубовых листьев размещалась 1 звезда. Позже была добавлена 2 звезда. Камуфляжным знаком различия служила нашивка из 3 горизонтальных полос и 1 ряда дубовых листьев желтого цвета. В общих СС обергруппенфюрер возглавлял Обер-Абшнит большого размера, а в Waffen-SS командовал, как правило, однородным по составу армейским корпусом из 3-4 дивизий. Это около 50-70 тысяч человек. Следующее генеральское звание СС Оберстгруппенфюрер имело только 4 человека. Звание было введено в мае 1942 года из-за резко возросшей штатной численности СС. Именно оно стало виновником, в кавычках, изменения рисунков всех петлиц генеральского состава. В боевых частях генеральское звание звучало полностью так: Oberstgruppenführer und der General Oberst der Waffen-SS. Звания соответствуют генерал-оберсту в вермахте и генералу армии в Красной армии. Погоны имеют неизменное оформление, только серебристых звезд на них становится 3. На парных петлицах вышивается по 3 серебристых дубовых листа и добавляется по 3 звезды в нижней части. На камуфляжной униформе знак различия выглядит как широкая горизонтальная полоса желтого цвета с 3 серебристыми звездами и 1 рядом дубовых листьев сверху.
Оберстгруппенфюреру полагалось командовать армией из 2-3 корпусов, а это около 100 000-150 000 человек. Кстати, на слайде изображен самый успешный и грамотный генерал СС, любимец всех солдат – Пауль Хаусер. Примечательно, что на трибунале в Нюрнберге против него не было выдвинуто обвинений в совершении военных преступлений. Большинство людей уверено, что высшим званием общих СС было СС-рейхсфюрер, который имел только Генрих Гиммлер. Это неверно, но обо всем по порядку. Рейхсфюрер – это скорее даже не звание, а должность государственного руководителя СС. Несмотря на это, на униформе Генриха Гиммлера имелись собственные знаки различия. Удлиненные погоны с плетением гусеница, на которой крепилось 3 серебристых дубовых листа, и петлицы особого образца с 3 дубовыми листьями, обрамленными лавровым венком серебристого цвета. Для камуфляжной униформы рейхсфюрера СС знаки различия не предусматривались. Генриху Гиммлеру довелось поочередно возглавить 2 группы армий, но каких-либо успехов на военном поприще он не добился. Военному преступнику не суждено было стать выдающимся полководцем. Чисто номинально высшим званием общих СС было der Oberste Führer der Schutzstaffel. Его имел только Адольф Гитлер, чтобы подчеркнуть свое верховенство над Генрихом Гиммлером. Никаких особых знаков различия для него предусмотрено не было. Если вы досмотрели это видео до конца, не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также написать свое мнение по поводу того, являются ли все солдаты СС поголовно военными преступниками. Спасибо за внимание.